Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Crow, да. И сегодня мы продолжаем проходить серию God of War 4 на максимальной сложности. Да. Сейчас тут небольшие такие манипуляции проведем и начнем. Чатик выведем. Так. Ну, вроде все нормально. Так, по параметрам, что у нас? Фиксация камеры отключена, обучение минимальное. Играем без интерфейса, да. То есть у нас такое прям минималистичное управление максимально. Да, всех приветствую. Угу. Спасибо большое. Тоже хорошего времени суток. Так. По звуку тоже все хорошо. Эффект скорости. Ладно, давайте тогда начинать. В прошлой серии мы остановились, получается, прям пред миром, в котором проживают столь неблагородные, не имеющие чести и не знающие, что такое настоящее пиво, эльфы. Да, сегодня будем уничтожать одну неприятную расу, чтобы было неповадно. Приветствую, Надами, приветствую. Так, вроде все работает. А меня слышно, да? Все хорошо. Так. А по параметрам что мы качали? Качались в силу, да? Качались в силу. По броне у нас тоже все в силу. Никаких таких вроде бонусов к ней новых не добавляется. По навыкам. Опыта у нас 5000 практически. Можно куда-нибудь его вложить бы. Давайте купим этот навык. Напомню, что у нас целых 105 смертей. Истинно так, истинно, да. Большая часть смертей приходилась там на 1-2 моментика. Там, по-моему, мы сражались сначала с огромной группой противников, а потом 2 бугра нам еще не давали продыху. Но нет, этот навык я точно использовать не буду. Как отдохнул все эти дни? Вообще, в принципе, все отлично. Да. Выпускной спраздновали прям на ура. Там
своего преподавателя поздравили максимально, так сказать, доступными средствами. Там цветочки, подарочки, все такое. Хотели еще сходить отдохнуть, по-моему, я вам говорил, в боулинг хотели сходить, да. Но что-то как-то не срослось сразу после выпускного. Решили вот где-то ближе к 10 числам, ну или чуть даже ранее, собраться. Ну что еще? Встретил сегодня друга своего, точнее не сегодня, а получается позавчера, да, и в день выпуска. Это про которого я рассказывал, из Кисловодска приехал. Поговорили с ним, пообсуждали все новомодные темы, что присуще на данный момент. Ой, ну вообще хорошо все. Я в субботу не получилось стрим запустить, вот как раз от друга поздно возвращался, не успевал я запустить, да. Ну и как-то было немножечко подуставший я был. Ой, хорошо. А так, сейчас возвращаемся в обычное стабильное расписание, по крайней мере в марте. Да. Если какие-то изменения будут, я сообщу, соответственно, по выходу. Это нам карту объясняют, спасибо. Что будет вообще, изменения какие-то будут. Так. У вас как вообще прошли эти выходные? Как у вас погодка? У нас все тает, как обычно, блин, весной происходит. А потом заморозки обещают. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Угу. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Эпигриоста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть. Безвыездная наша Фрея не имеет загранпаспорта, вот и не пускают. Она не погибла. Стабильно Правда? минус 30. Нет, вряд ли. ПРСТ. Идем. Ну, главное, что стабильно. Когда погода скачет, это, во-первых, не особо влияет Смотри вокруг. на кукушку Держись хорошо. рядом, ничего не трогай. Организм тоже Так, воспринимает не очень перепады температур. Да. Неплохо отдохнули. Ну, а так ничего нового. Что отдохнули, это отлично. похоже, ты это убил. Но в остальном, как говорится, тоже стабильно все. Ого, а это что? Это Это не эльфы. наше дело. Соберись. На кукушку не влияет, потому что она сама уже кукухнулась и убежала. Уже некуда, да? Эх. Давай, Что сына. написано? Что-то про войну за свет. Война Не за понимаю. свет? Если свет Вот у нужен нас в всем ЖКХ сторонам, примерно такая же почему не ситуация поделиться? была. Война за свет. Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Согласен. Подъездами сражаемся за него. Наверное, еще самое запоминающееся, что было. Они убивают
это светлых эльфов. Это война. тоже с этими ЖКХ Её всеми финал. Эти проиграли. темами. Водопровод в общаге у знакомой. Уже 3-й месяц не могут починить. Ну, то есть они не имеют доступа к своим этим... Блин. Ну, в ванне там вот этим всем хорошим делам. Да. Так, что-то я вообще отвык от управления за выходные. Всего-то 3 месяца. Некуда эта стена, последняя грани рассудка, но у нас кукушка уже давно ее разнесла и улетела дальше. Так сказать, бесконечность не предел, да? Всего-то 3 месяца. Это не лучшие 3 месяца в жизни выпускников, да. Сын, сюда. Ну, блин, сохранение. Что Почему оно написано? не работает? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за Я неё помню, вообще происходят неделю многие без войны. воды сидел. Тоже было такое себе ощущение. Ни холодный, ни горячий. А тут 3 месяца. Но раз инквизитора нету, то считать буду я. 106-я. Это война. Подсчет должен Её быть. финал. Эти проиграли. Инквизитор, как я понял, попозже к нам присоединится. У него еще работа. Эй-эй-эй, спокойнее. А можно, пожалуйста, не по кругу пускать? Блин, не успеваю навык поражать. Так. Ну, тут мы помирать будем довольно-таки часто. Ненавижу эльфов. Да, эльфы, командная работа и все вот это вот. Но у меня тоже работа, просто позволяет вот так вот сидеть и ничего не делать, а потом пропасть неведомо куда. Это работа довольно-таки занимательная. Когда есть свободное время, это прям... Пойди сюда. Ну, сыну, блин. Нет, камера, написано? дай мне заняться другими делами. Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за неё Жадность. происходят многие войны. Может, у эльфов и нет чести и пива, зато кооператив налажен на все 200%. Это я согласен. Нам надо что-то Они убивают светлых... из навыков, замораживающее, к примеру. А, мы весь опыт потратили. Не хватает. Да, не хватает. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Так, значит, что мы делаем? Играем через ярость, значит. -1, это хорошо. Ну ты издеваешься. Берегись, отец! Так, ладно, этого заморозим. Тихо, тихо, тихо. Минус эльф. Не-не-не-не. Блин. Плохо выглядишь. Спасибо, сына. Хилочку видел. Огонь! Берегись! Так, хорош. Держи его. Уф.
прям разрубили пополам. Война, в которой они проиграли, хотя в Рагнарёке они все еще вместе с друг друга Будут лица еще. били, да? Фу, откуда взялась эта гадость? Ну, по факту мы что сейчас? Проредим темных эльфов, получается. Оставим, ну, небольшое какое-то количество светлых после этой войны. Ну, или просто этой битвы. Что-то сказал? Нет. А, ладно. У сына же Мы хотя бы это ближе к свету. шизофрения, по-моему, как-то это. Голоса слышат Стой, это чужие. Синдри? Поплыли. Лодочка. Где там Синдри у нас? Давайте посмотрим, что мы можем Как ты опередил нас. Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. улучшить. Левиафан. Для вас единственный, а мы Ага, силу поднимем на 15. Это Вообще не отлично. ответ. верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи. Наплечники. Воображение. Нет, Новичку вообще не покажется фигня. магией. Ну да. Что-то вообще какой-то ассортимент маленький. Ладно. Чародейская броня. Это улучшить, то есть купить у нас побольше выбора. Руны, защита. Нет, вообще все не очень. Сила, удача. Сила, живучесть. Просто сила. Не пропадай! Вот интересная тема у этих гномов. Они обладают что-то наподобие быстрых телепортов, как наши двери, но на постоянной основе. Что сказал? И я молчал. Сына, выпей Правда? свои таблетки. Ну ладно. Да? Да. Они сами рассказывают нам об этом. Мать Типа, говорила об как этом они так мне. быстро перемещаются? У них Немного. есть доступ к какой-то Только этой то, что эльфы вечно телепортивной сражались за свет. способности или что-то Потому подобного. они здесь заперты. Это капелька, дающая нам дополнительные характеристики. Как помню, да, роса Игдрасиля. По-моему, эту тему с быстрым перемещением торговцев уже обсмеивали. Ну, надо как-то прикольную такую тему как бы придумать. Я Вот ничего они тебе не ее и говорил. Странно, так мне рассказали. показалось, что ты... Сына. Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Нет. Ничего не слышу. Теперь Хотя, стихли. если подумать так, Они все кричали. когда мы попадем Целая в толпа, злая. мир мертвых, Ты правда ничего вот не там слышишь? уже будут шизофренические домыслы и мысли Кратоса Они- одолевать. Злые. Он же огромное количество человек пустил под свой... Ну, клинки точнее, да. Топор у него только в этой серии появился. В этой части. Вот что не отнять у мира Альфхейма. У них тут очень Смотри, красивая может, природа. поздороваемся? Очень много всяких растений, Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не деревьев, стоит тратить похожих на сакуру. Нас их Таких, дела да, не касаются. розовеньких цветочков. Ну и архитектурный стиль у них довольно-таки занимательный. Ну, где не произошла битва.
Под свой левый клинок, правый клинок, левый кулак, правый кулак. Ну, я понял. Там еще и ногой еще можно, да. Ноги записать. Он же, как я помню, если вспоминать Погляди, наверное, это и есть прям храм. полную список убийств Кратоса полный. Он Аполлона, бога... Или, по-моему, другого, Гелиоса. Короче, он кому-то голову раздавил тупо. Жаль, эльфы не могут все уладить. Ну, или пытался, по крайней Альфхейм мере. прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. О, На войне для солдата красота — это кровь его врага. па. Остальную часть души Видите он вот этот теряет вот на время кружочек? или навсегда. Это Ты иномирный много знаешь про разлом. войну, правда? В нем Войны сокрыта ведут по двум непомерная причинам. мощь Ради выживания сильных или противников. выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Поучительные рассказы Кратоса. На этих штуках, в принципе, даже на предпоследней сложности ты помираешь с одного удара. На максимальной сложности у них будет еще больше хп, еще больше урона, и мы будем помирать еще быстрее. А найти игры с визуалом лучше, чем у Sony, сложно. Есть такое, да. Приготовься! Танцельвурд. Танцельвурд. Ох, -1. Получай! Ничего себе! Я чувствовал, что он так сделает. Так, а кто в нас стрелял? Огонь! Берегись! Ну ты издеваешься, попади, вот, все хорошо. А осилишь? Ну попробуем. Попробуем. А тут небольшая головоломочка сейчас. Не успели. Так, все. Приготовься! Сына, постреляй. Не трогай сыну. Приказы. Тебе нужен целебный камень. Спасибо за наводочку. Вот лучше бы подгонял нам эти камешки в свободном доступе. Отец, берегись! Так. Да, блих. Пух. У этих караткатиц, ползущих под землей, неприятная особенность просто тупо с нифига взрываться. Ты постоял с ними после того, как они вылезли секунды 2-3, они взрываются. Так. Соберись! Сына, Готово! не уйдешь под землю, сволочь ты. А, все, помер, да? Все, да. Следи за Так. ним! Не успел. Пам-пам-пам. Вот даже подходить к ним не хочу. Все, минус. 107. Катится делает бабах, стример делает смерть. Это и так, да.
Так, это у нас колокола. Колокола, на которых нанесены знаки. И нам эти знаки надо понять где. Так, здесь и здесь, да? Ну, тут тупо было бы. Вот этот. Нет. Этот. 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 И этот. Да, сейчас. Секунду. Раз. Не тот. Раз. Два. Три. Сундук, откройся, Сезам, да. Пу-пу-пу. Яблоко Идун. 1 из 3. Так, ставим ставки. Сколько мы продержимся по смертям? Тут какая-то тема была, не помню. Все, открыли. Бежим, 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 бежим. Оп, да, так. Я не понял, тут камешков здоровья вообще нету. Это обидно. Так. Вот эти вот штуки, это типа корни дерева темных эльфов. Они живут ройными стаями или чем-то подобным. Возможно, это что-то ценное. И вот эта вот шняга, покрывающая все на нашем пути, является их, ну, типа гнездом, который распространяет свои корни. Так, давайте сохранимся. Сохранимся. Так, пусть это будет работать как в Ведьмаке. Мы появимся прямо тут. Так, у нас открылась следующая ветка навыков. О, это моя ламба. Вековой лед. Ну ладно, так и оставим. Ну что ж, я ставлю, что у нас как минимум 10 смертей уйдет. Вот непонятно у них атаки эти продольные. Вроде ты и как бы уклонился максимально возможным способом, а они все равно достают. Нет, это сохранение не работает, как мы задумали. Надо пробегать все. И неужто заново? А, нет. Ладно, 108-я смерть. Одна из того, что я ожидаю. Они еще и полностью под яростью. 2-я смерть. Это чисто случайно получилось. Можно же, конечно, эти разломы, они как бы, ну, сохраняются, можно их
после поднятия уровня бить. Но это уже будет не то. Так. Спасибо, сына. Очень помогаешь. Не-не-не, застревать не надо. Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Ну вот тупо даже не подойти, они не прекращают свои атаки. Мы будем работать по дальнему. Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Вот хотя бы от одного... Не-не-не-не-не. Не очень удобная позиция для уклонения была. Так, ладно, третья смерть. Снова Траугры? Раз. Два. Третья? Ты имел в виду 110-я. Но я имею в виду из подсчетов, которые предположительно до минимум 10 смертей. Вот я об этих подсчетах. Так. У нас небольшой прирост ярости есть, да? Блин, он быстрее был. Так, теперь знаем, что он атакует чуть быстрее, чем мы. Успокаивающий какао пьем. Он не дает нам слишком разойтись. Кстати, да, наливайте горячительные напитки, доставайте печеньки. У нас тут довольно-таки хардкорное прохождение, которое надо чем-то заедать. Топор, берегись! Но это ладно. Снова Траугры? То вы можете, пожалуйста, какие-нибудь чуть-чуть разные техники выдавать, нет? Вот который самый правый, он мощный. Он какой-то типа 3-го тира или 4-го, я не знаю, как точное подразделение происходит мобов. Вот с его атак мы помираем сразу же. Сына настреливаем. Сына настреливаем. Хорошо. Да... Рекорд по количеству убийств же принадлежал как раз 2 здоровякам.
Это да. Там было их максимально 3. Ну это вообще все здоровяки нам очень сильно мешают. Там сначала было 3 здоровяка, мы на них долго сидели, а потом на следующий, где даже ведьма была не особо такая противная. На 2 здоровяках, да, застряли. Раз. Так. Да ты издеваешься, почему ты делаешь разворот 180 за полсекунды? Ну там они и обычные были. Угу. У этих просто максимально много хп. Ну и у одного вообще большинство атак прям красные-красные. Ладно. Попыточка. Да ты издеваешься? Не-не-не. Вот что это за угол такой? Там пройти можно. Почему карата застревает в нем? А у стримера-то подгорает. Ну, как сказать, подгорает. Просто немножечко непонятно, как работает это. Застрять в текстуре это немножечко, где пройти можно, немножечко странно. Вот тут вот, почему он застревает? Вот почему он застревает. Недоработочки. Не сгоришь за 5-6 часов-то? Да нормально. Бывало и хуже. Это когда я побеждал, наверное, максимального босса в Борне. Да. Вот там у меня, несколько дней как минимум ушло на его победу. Так, давайте. Что-то жарко стало. До этого было холодно, пока не начали. 112. Кратос на бодипозитиве не пролазит. Ну, возможно. Так. Так, геймерская поза, все, работаем по максимально эффективной тактике. Наклонились вперед. Нажимаем на клавиши ровно в тайминге. Так, сына, займись одним хотя бы. Сына, не отлыниваем. Займемся самым противным из них. Это вот эти. Почти готов. Я уже готов. Главное держать дистанцию. На дистанции они нас явно не затроллят. Я не готов. Жду команду. Сына. А стрелять надо. Раз. Готов.
Не-не-не, не-не-не, все, ребят. Вот это хорошо, что ты его держишь. Зажали. Сына, плохо, что ты его держишь. Плохо, очень плохо. Ты ломаешь мне тактику боя. Когда побеждал финального босса, давние это были времена. И используем обуз топора. Так максимально удобная тактика вообще с этими противниками, по крайней мере. Они не стреляют, не умеют блокировать. То есть только так их как-то и побеждать. А где хардкор, а где расколбас? Помираем, вот это явный хардкор. Ну вот как это можно назвать? Вот самое интересное, что как бы уклонение... Да. Оно работает ровно там какую-то миллисекунду. Если ты уклоняешься от одной атаки и подлетаешь под другую, чуть дольше, которая продлится, то все. Это смерть. Так, успел прожать, все хорошо. Тап! Я уклонился! Помираем, ну да, зато эпично. Это можно... Это круглые числа, да. Ох, как больно-то. Но пресс молотом прожать тоже успели. Угу. Первая атака у нас. Вылетает этот чел. Это понятно. Так. Да. У них какая-то дальность запредельная, просто невозможная. Ладно, мы уже 10 смертей-то оформили. Сейчас. Угу. Давайте финальная. И потом зайдем после зачистки Альфхейма сюда еще. А то все время стрима как-то это тратить неохота. Нет, нет. Неуязвимость не помогла даже тут. Пропустил вопрос. Ты же не будешь так всю игру проходить? Ну, конечно же, нет. По крайней мере, вот с этими вот человечками, которые тупо используют одну и ту же атаку. Точно. Бросок топора работает на 100%. И это надо использовать. А ты не пробовал увернуться от этой атаки в бок, а не в сторону? Но ты заметил, что я уворачивался назад? И они только потом начали использовать эту атаку. Ну, то есть, продуманно действует. Так рунные атаки не дают неуязвимость только в момент атаки, а не перед подготовкой. Угу. Ну, так и запишем. Побежалица. И то не все. Но вот у удара по области, который всех замораживает, у него там где-то в момент атаки неуязвимость имеется. Мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Грустно. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? Хватит.
Истории прибережем для Ого, тут тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Угу. Руны, руны. Она, по-моему, где-то либо с левой стороны, либо прям напрямик. Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Эльфы не слабые. Синяя дверь. И у эльфов Наверное, нету это вход. пива. Идем. Сына, Осторожней. сына. Что они делают? Ты посмотри, там летающие эти курлыки. Куда ты Мост лезешь? исчез. Они накрыли этим кристалл. Вперед, батьки. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Темный! Так. А это вообще нормально. Я чувствую, что они стреляют. Раз. Так, -1. Должен быть, по крайней мере. Да, все, -1. Ну, полетели. Ну ты, конечно, эльфское отродье. Не успел. Блин. Тихо, тихо. Неблокируемая атака по области. Это хорошо. Эльфов надо разрушить строй, не дать им выполнять командные атаки. Следи за ними! Так, давайте попробуем, знаете что? Тактику галактику, которую мы использовали в прошлый раз. Левый фланг! Так. Нет, не бросай меня здесь! Ладно. В данном месте застрял надолго один чел, который God of War на макс сложности проходил. Угу. Ну тут эти эльфы прям по КД вылазят, одного убьешь, следующий. Тихо. Ну ты издеваешься. Не люблю эльфов. Ты плохо выглядишь! Вообще. Нет, вставай! 117-я. Да. 117-я смерть. Не хватает, наверное, когда уже 118-я. Не хватает, наверное, вставочки, типа, когда этот видосик на какой-нибудь запилить. 3 гребаных часов спустя. И до сих пор это смерти вылетает.
Ну вы издеваетесь. Дай посражаться, блин. Так, -1, это вообще зашибись. Да как от этого уклониться? Вот фиг одного добьешь. А если их не трогать, ну, точнее, брать по одному удару на каждого, то сразу же, они переходят в режим ярости. Это жесть. Так, ладно. Тихо. Так, побежали. Вот сюда. Не, все. Уф. Того окна со зрителями и комментариями. Чё? Кстати, только сейчас обратил внимание, на PS5 нет всплывающего окна во время стрима, как на PS4. А это можно настроить. Сейчас давайте попробуем, покажу. Я просто это не тестил. Сразу без этого окна врубал. Сейчас, секунду. Это только пресс... так. Параметры. Показать чат. Тут можно вывести чат вообще внизу справа, по центру, вверху справа. Внизу слева, по центру слева, вверху слева. Меню. Я имею в виду окно уведомлений. Ну тут это называется активность. Показать активность. Ну типа, что новые зрители приходят. Вот сейчас в верхнем правом углу типа должно высветиться этот комментарий. Так, -2, это хорошо. Эти атаки по области, как они бесят. Ничего не видно. Да. Мелкую шнягу. 121 смерть. Да. Там она в правом верхнем углу пишется. Так. И это можно отключить. Ну идите вы лесом. Все, -1. Сыну не трогайте. Да вы издеваетесь, как я должен понять, что они атакуют тупо обычной атакой? Или с красным окном? Вот только ее показывает, походу, только тебе, да? Подождите. То есть, вот вы не видели, что в правом верхнем углу там этот комментарий пишет? Например, ты вот пишешь там, у стримера бомбит. Есть немножечко небольшое недопонимание у нас с этими эльфами. То есть у вас не было видно, что этот? Нет? Подождите-ка, я то есть могу сейчас включить эту фигню.
Вообще. И чисто. Ноут оставить в покое? Интересно. Ну, давайте так оставим. Вот у вас сейчас ничего нету, да? А ты сам чатик так видишь, что ли? Да, у меня всплывают уведомления. Типа, вот ты сейчас написал в правом верхнем углу, а ты сам чатик так видишь или нет? Нет. А должно? А, я не знаю. Я вот эти вот тонкости не разбирал. Но у меня вот чатик пишется. Пишется ли он у вас? Это фиг знает. Прикольно. Угу. То есть я могу вот так вот это прикрыть. 123 смерти, да. Оп-оп-оп. А там потом будет финальная битва с боссом эльфов. Тоже потненькая такая. Тихо ты, успокойся. Тихо. Враг слева! Минус еще один должен был быть, по крайней мере. Босс как раз изичный. Я помню, наверное, я когда его последний раз добивал, у него была неприятная тема, что дальние атаки прям очень сильно мешают. Которые в тумане действуют. А вот когда он с армией эльфов ходит, вот тогда он сложный. Угу. Ты издеваешься? Как ты увернулся от 2 атак вплотную? — 124-я смерть. Ну вообще, некоторые спидранеры... Спидранерская... Вот хотел только сказать про спидранерскую тему. Да, некоторые спидранеры вот такие вот темы прям отрабатывают до посинения. Так что часами, так что это еще нормально. Возможно, моя ставка на 135 сыграет. Все возможно. Так, хорошо. Ну давай. Ну ты помирать-то будешь, нет? Так, похилимся. Да блин, тайминги. Хилочки. Сыну там избивают прям по жести. Куда тут уж беречься-то?
Да бог! Сынок, из сынка избивают, а он еще и кричать успевает. Но скорее он там покряхчивает. И мы уже давно ни в какой спидран не впишемся. Ну, мы... Да. Ну, у нас пока тренировочные бои. Так. Это хорошо, что стреляют слева. А мы убиваем этого. Чел, не мсти. Дай добить. Чел, добить надо. Тебе жить невыгодно. Так, осталось двое, это ладно. Ладно, двое, это хорошо. Двое без ярости. Не-не-не-не-не-не-не. Тихо. Так. Сына, постреляй в него. И в этого постреляй. Несложно. Ну, потненько было, потненько. Да. Вот единственное, что неприятно в вот этих комментариях справа сверху, что я не успеваю их читать во время битвы. Так что все равно компом пользоваться надо. А вдруг мост можно починить там? Тренировочные бои, то есть зарекаешься о спидране игры? Вот Bloodborne, возможно. God of War не вариант. Вот я хочу пройти какую-нибудь игр из Souls-лайков на спидране. Попробовать, по крайней мере. Да. Ты сотри, палец в рот не клади, мы же руку откусим с такими обещаниями. Ну давайте, во-первых, я вот высказался на эту тему, да. Моя ставка не сыграла. А, тут сейчас же второй бой будет. Типа мы вот покрутим эту фигню, и у нас будет второй раунд с этими самыми эльфами. Да. Вот годик проходить на спидране, ну что-то такое. Я какой-нибудь Dark Souls бы или Bloodborne прошел бы спидранерски. Что-то необычное. Вроде что-то получилось, кажется. Да. Ну, над Souls-like играми спидранеры просто издеваются. Но там же есть различные категории. Категории, ломающие игру, позволяющие в своем спидране ломать игру. Категории, в которых ты просто максимально быстро игру проходишь. Так что там, в зависимости от того, как ты это сделать пытаешься, все и зависит. Ай, ладно, второй раунд. И он должен быть таким же Вроде непростым, как и получилось, первый. кажется. Так, -1, хорошо. А почему их двое? А, вон еще один вылез. Уже можно идти. Сына, пострелять-то. Правый флаг. Вот зря я ударил этого челика. Вот зря ударил, да.
какао кончается. Ой. Сто 128-я смерть. Все так. Вроде что-то получилось. Угу. Вперед! Следи за ними! Так, -1. Похилимся. Нет, почему мы промазали? Так, минус еще один. Не-не-не-не-не-не-не. Вот самая тупая смерть будет, по-моему. Сына постреляй. Все, хорошо. Почему они нападают на нас? Потому А что это было полегче, чем я думал. Фу-фу-фу. Да. Все, мы открыли знак, руну. Если сложить вот так, похоже на руну. Но это Спасибо. бессмыслица. идем назад к чаше песка. Сколько у нас смертей? Сколько у нас смертей ушло на это? Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Ну, штучек 10, наверное, Я знал было. отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, Максимально жизненно, да. хорошо, что Все я так не делаем. пил морскую воду. Да? Это так. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Ну так давай рисовать. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Вода жизненно необходимый ресурс всем, да. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это Голоса были не мертвых. злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Ага. Да тебе на все плевать. Хочешь Так, что-то сказать? намечается конфликт. Нет. Уголь. Помню еще в школе нам преподаватель литературы Что это? Ого, что мы нашли? задал прочитать рассказ «Отцы и дети», если знаете такой. О взаимопонимании Те голоса. одних и других. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Пам-пам-пам. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, Сына, тебе надо в психбольничку сходить. О, Это генерал эльфов. какие рога? назад, быстро. Это не к добру. Огонь, берегись! Ладно, померли с одного удара. Стабильно. Сто 129-я смерть. Темный эльф! Да вы издеваетесь. А подскочить? Ты живой? Пока да.
Раз. Не-не-не-не, тупо, тупо, чупо, это было бы тупо. Так, минус. Берегусь. Так. 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 Это опасно было. Где береги... Где берегись-то? Если ты так кричишь, я на 180, на 360 должен смотреть. Блин. Ладно, ладно, ладно. Как не попали? А вот и 130-я, да. Никто не побеждает, тебе кажется. Ну или нет. А вот 130-я, да, да. Тут, в принципе, по локации можно побегать. Не обязательно в одном месте кучковаться. Надо их как-то рассосредоточить. Рассредоточить. Да ты издеваешься? Идите сюда лучше. Нет, мне тут не нравится. Мне вообще не нравится это место. Эти эльфы прям киллстрик делают. Не то слово. Ой, я красота. Там дальше, если идти, они по скрипту еще появляются. Да ты... Что за тайминги-то? Не попал. А не попал, значит смерть. Все логично. Ай. Вот как-то слишком быстро мы сливаемся. Прям смерть за смертью. Надо поаккуратней. Да... Слева, справа. Так. Да как ты можешь быть быстрее Кратоса? Это не подлежит логике. Чё-то их слишком дофига. На квадратный сантиметр.
Темнее! Так. А почему не падаем? Побоюсь вас спросить. Раз. Да. 132. Угу. Вроде бы как бы и уклонился, но он кончиком своего копья смог достать. Невообразимая дерзость с его стороны. Берегись, отец! Ох. Да вы можете прекратить тупо одну атаку за другой, не? Сына, держись. Отец, вставай! Ну, я недолго сам держался. На донышке. Прям да. Вот слаженное подразделение у них получается какое-то. Да. Отец, ты тяжело ранен! Нет, не бросай меня здесь! Сколько, говоришь, на даме тому этого мужика прошло, пришлось потратить время на прохождение всех этих эльфов? Много? Темнее! 134 и 135. За тобой огонь! Да ты мог промазать-то как Кратос. Это не письмом... Не-не-не-не-не. Дичайшая дичь. Он на этом месте вроде не застрял, на предыдущем долго сидел. Могу в Дискорд ссылочку на него потом скинуть. Давай, конечно. Очень приятно, знаете ли, смотреть, как страдают другие на том же моменте, что ты застрял. Секунду, ребят. Да, так, я на месте. А закончили мы на этом, да? Где космический корабль? Так, так. Берегись! Вот как он мог... Два... Нет, это... Да что вы творите-то? Сына, постреляй.
И чего вы застыли? Так, работаем по ногам. О, спасибо, сына. Так, хорошо. Нам бы хилочку вот туда стать бы. Не-не-не-не-не. Вот это тоже пойдет. А, нету хилки. Так, я понял, как с ними сражаться. Примерно. Тупо по ногам надо стрелять. А как мы померли? Как мы померли? Раз. Да. Сыну не трогайте. Отец, уходи! Отец, берегись! Прям в полете подняли его. Жестко, жестко. Уже вроде как-то понимание имеется в борьбе с ними. Понимание имеется. Так, -1, хорошо. А он не только слева враг. У нас враги везде. Так, нельзя так делать тебе. Вот почему обычные атаки им не сбивают. Ты выживешь? Не знаю. Фу, до хилки добежать даже не успел. Так, раз. Раз. Минус. Раз. Раз.
Не минус. Слева. Отец! Это... Минус. Так, щит же стоял. Где хилки? Нет! Вставай! Как же неудобно получается. Реакции мангуста надо обладать, чтобы прям за каждым на поле боя следить. Темнее! Так, минус. Получай! Слева! Все в порядке! Ну, примерно все в порядке, когда у нас нет здоровья. Так, надо как-то либо тактику менять, либо немножечко почетче действовать. Берегись! Темнее! И как мы промазали. Огонь! Берегись! Так. Минус. Берегись! Ты живой? Хватит делать непробиваемые атаки. Отец, вставай! Еще вот неприятно, что у них двойная атака, которая только блокируется. Если с первую не спарировать, то второе они как минимум могут урон нанести, как максимум могут добить. Тебе нужен целебный камень! Так. Берегись! Отец! Пропопов. Наверное, знаете, что сделаем? Играть от пропасти — это хорошо, это интересно. Это можно даже сказать правильно. Но от пропасти не всегда можно что-нибудь да словить. Так. Нет. Так, хорошо. Так как ты мог не туда просто тупо ударить? Если бы у нас был бы удар, у нас был бы небольшой иммунитет в этот момент, как при кат-сцене. Берегись, отец! Отец, ты ранен! Спасибо за постоянную инфу, сына. Нет, не бросай меня здесь! У нас где-то уже за 140 смертей, по-моему, пошло. Да. Берегись, темней!
Хорош. Friendly Fire. А можно я что-нибудь сделать-то смогу, не? Нет, этот не упал. Ладно, ладно. Угу. И что тут можно сделать? Нет, не успели. Ну тут либо сразу уголок вот этот занимать, да, я мысль свою продолжу. Либо как-то действовать иначе. Сына, вставаем, стреляем. Раз. Два. А чё никто не заморозился? Следи за ними! Следим, следим. Да что ж ты делать-то будешь? Как будто в колду играю. У них тут этот артобстрел прям максимально со всех сторон. Уф. Так. Так. Ну, давайте попробуем. Идите все сюда. Сын, ну-ка, в кого ты стреляешь, а? Зачем в пол? Так, раз, два. Следи за ними! Отец! Этот! Сына, держи его. Сына, давай. Так, слева! Похилились. Ну, прям не могу я, Кратос, над тобой. А это что такое? Это какая-то новая атака, я не видел такое. Какая-то новая атака, они что-то на конце какую-то бомбу свою закинули. И давай неблокируемыми атаками прям в рывке делать. Мясо. Так, ладно. Так и запишем. Берегись, отец! Раз.
Оп. Еще вот непонятно, у них в некоторых моментах не работает вот штука с тем, что они падают. Они тупо как будто не чувствуют. Следи за ними! Да. Ну, сейчас вообще мы их не убиваем, только держим на контроле. Берегись! Одного убили. А у нас ярость-то есть? Ярость есть. Ладно. Второго убили. Тебе нужен целебный камень! Это и дураку понятно. Так. А была хорошая тактика. А было даже довольно-таки хорошо. Ну, давайте, значит, как? У нас ярости сейчас не хватает, да? Ну, вы издеваетесь? Раз. Минус. Все хорошо. Ярости до сих пор не хватает. Раз. Два. Три. Ну зачем ты его туда-то, Кратос? Где твоя логика? Вот это нормально. Раз. Вообще. Так, так. Пока да.
Неприятненько, неприятненько. Так. Все, минус. Минус. Камень ярости. Минус. Хорошо. От двоих избавились. Хорошо. Сына постреляй. Почти готов. Я уже готов. Блин, это было, конечно, долго. Это было долго. Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? Готовься. Что? Я рядом. Отец, берегись! Надеюсь, не зря. Да блин. Так, сюда получается, да? И открыли. Сундучело. Золотой. Коготь Тьяцци. А у нас стоит наковальня Ивальди. Выглядит прикольно. Но надо качать, чтобы действовало максимально эффективно. Раз. Отец! Отец! Без комментариев. Вообще, наверное, самым таким каверзным моментиком в будущем будет еще битва с этим големом, душегубом, или как он называется. Так. Раз. Раз. Не зажимаем себя. Зажимать себя очень плохо. Эй, аккуратней. Нет, вставай! Снова Драугры? Снова драугры. Один бугай. Всю малину портит.
У него, как получается, никаких станищих способностей на него нету у нас. Снова Драугре! Да. Раз. Не потому вообще хотел. Ладно. Ладно, бывает и такое. Раз. Так. Кстати, была 155-я смерть. Подсчет. Подсчет, да. Так. Похилимся. Отец, берегись! Не попадем. Раз. Да ты же издеваешься. Там получилось как-то прям в тайминге немножечко не так, как хотелось бы. Снова Драугре! Снова. А куда ж без них? Так, раз. Раз. Так, нет, в свою стадию входить не надо. Не попали. Зато этот зажал нас. Раз. И пофигу, да? Стоять. Не двигаться. Так, -1. Все, хорошо. На подмогу пришел еще один. Ну ты же... Заморозочка. Ну, босику-то бугру все пофигу. Бей его, не бей, у него этот атаки нельзя остановить. Снова Драугр. Заморозочка. Раз. Какую-то еще печать сняли. Ладно. Вторая смерть эльфа.
Хорошо. Прям на донышке прошлись. Ну ты попадать-то будешь, нет, сегодня? Ну ты издеваешься просто. Эльф Лавкач. Упал. Отжался пару раз. Вот все хорошо. Вот это вообще отлично. Остался всего один. Ну какой именно один? Сына. Ну вот этот тупень у меня максимально негативные чувства вызывает. Все, разобрались. Дамс. Мы сломали печать от одного из сундуков. Вторая печать вот здесь. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Привет. Инет что-то тупит, поэтому, скорее всего, писать буду мало. Понял тебя, инквизитор, конечно. И такое случается. У нас тут такие веселые похождения Кратуса во всем этом многообразии ужаса и хаоса. Так. Сундучелу сейчас заберем. Следующий босс-файт, точнее элитка. Это, как я понимаю, душегуб. Угу. Не-не-не, не так хотел сделать. Я помню, одна из этих рун, она где-то в... Да, здесь застряла. А может и работает. Яблоко и дун. 2 из 3. Дичь какая-то. В одном браузере вообще все плохо, в другом все окей. А какие ты Яндекс и Google используешь? Через Яндекс и Google ютубчик открывать. Но раз все работает, то торжественно передаю тебе счет смертей. А их аж 157. Накопилось. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Google как раз норм работает. Тупит Её Microsoft больше нет, браузер. Не хватит об этом. Понял. Ладно. Ну, ограничили нам мощностя на оборудование. Тупой Яндекс даже не смотрю. Понял, категорически. Так, а что мы открываем? А, мы тут проход открываем, понятно. Ну, здесь мы ничего сделать не можем.
Да главное, никогда такого не было. Чисто сегодня тупить начал. Бывает, бывает, да. В Дискорде я видел, что Надами там прислал ссылочку. Вообще хорошо. А тут сюда. Подъемчик. Да, на эльфов мы остановились. Ярость. Раз топор. Минус. Вот это вот элитный эльф. Во всей красе. Ой, аж что-то игра начала подлагивать. Когда по нескольким бьешь. Вот это мне стадия нравится. Месишься, никакого вообще проблем никаких не видишь. Не трогайте сына. Держись, мальчик! Сражайся! Так, накликиваем. Беги, сын! Лаги штука заразительная. Ну, кстати, заговорили о них, да. Раз! Не попали. Не хватает иконочки. Эльф это запомнит. Темный эльф. Так, они уже в ярости, да, находятся? Нет, не в ярости, это глаза просто светятся. А можно прекратить одни и те же атаки юзать, нет? Как не попали? Вот я видел точно. Там все работало. Чего? Мда. Новые мувсеты атак. Новое привыкание к противникам. Так и запишем. Чего? Все заново? Ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Вот, конечно, автосейвы в этой игре, они как-то не внушают. Ладно. Здорово, Зет, здорово. Мы тут немножечко страдать на эльфах. Что произошло за эти пару дней отсутствия? Стример отдохнул, то есть я, да, прям максимально хорошо. Доволен очень. Потом что еще? Никакие стримы не запускали, соответственно. Да. Сегодня вот начали где-то в 4 часика, пораньше, за прошлые денечки. Запустились, поигрались, пострадались с эльфами. Потому что с ними по-другому нельзя. Но God of War и без страданий, на максимальной сложности, заметьте, хорошо. По-моему, ты путаешь игры. Да. Держись, мальчик! Сражайся! Кстати, раз уж Надами скинул ролик, то, пожалуй, я кое-что скину.
И что-то там интересное. На какую тематику? Тоже. Нельзя это пропустить вообще? Нет. Так, давайте сейчас ровненько займем позицию геймера и продолжим. Да как это можно не попасть? Что-то какие-то у них атаки прям однобокие. Ничего не вижу вообще. А вы падать собираетесь, молодые люди? Нет, что такое падать? Вообще тоже не понимаю. Пам-пам. И что мне с вами делать? Вы одной атакой тупо шарашите. Во, один упал. После скольки ударов? Ну, максимально большого. Так, так, так. Не-не-не-не, все. Я одного за другим не увидел. Так. -1, хорошо. Главное, чтобы не минус мы. Ну, вообще, бои какие-то не очень кинематографичные получились в этой части локации. Противники однобоко бьют. Спасибо. Тут мы не пройдем. Вот тут у нас Лутецкий лежит. А мы ищем проход дальше. Не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Тут у нас что? А где у нас продолжение этой фигни? Не видно. Кстати, вот если не прицеливаться и внимательно не присматриваться... А, нет, она всегда так делает. Короче, я не вижу по второй такой штуке. Может, отсюда ее видно? А, да. Все. Разрубили путы. Связывающий сундучок. Можно идти дальше. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Нафига эльфам, блин, драугры вообще?
Сундук. Вот тоже вопрос такой занимательный. Тут еще. Если Питомцы. обрубить часть, мост Мясо снова для появится. опытов. Ну, по-моему, я не знаю, в этой Они серии нападут. эльфы же вроде не питаются мясом. Или питаются? Отражение. А вот для опытов это вероятность большая. Опять эти челики. Бесячие. Да и коты. Угу, попали, значит. Начинает припекать. Нифига не вижу. В догонялки тут играем. Да ты помрешь там, дальний чел, нет? Вот, все хорошо. Ярость юзнуть можно, конечно. Раз. Минус один. Второе место, помимо бугров, у меня неприятные ощущения вызывают вот эти элитные эльфы теперь. Их вообще никак не застанет. В обычном состоянии. Это уж точно. А ты откуда взялся? Я не готов. Опа! Хорошо получилось. Ты его сделал. Так, а у нас сейчас большой дядя на горизонте. Как можно убить камень? Бей в слабое место! У камней есть слабое место, запомните. Огонь! Берегись! Блин, промазал. Ты отбил кусок! Я знаю. Можно... Отец, нет! Атака по области вблизи. Тоже хорошая вещь. Надеюсь, сейчас мы не будем повторно всех этих эльфов-то убивать. Кажется, будем. Слева! О, минус один. Сына, постреляй по нему. Вот это мощь. Где? А вот. Чисто! Отец, я готов!
Все хорошо. Это древний! Это древний. А как с ним сражаться? Отламываем от него куски. Бей в слабое место! И потом эти куски следует кидать в него же. Ого, невероятно! По одному кусочку, значит, будем отламывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Чего? А, у него кусок взрывается еще. Огонь, берегись! Так, так, так. Все, он прекратил шмалять. Раз. Раз. Два. Три, не успел. Блин, издевательство над бедным камушком. Почему ты, блин... А, то есть если накидать рядом с ним этих камней, то он вырубается. Интересно. Чё, эльфы? Где эльфы? Ну не в тему. Огонь сзади! Не бей камушек, он же хороший. Ну как хороший? Он просто хранитель светлых эльфов. Скорее всего. И непонятно, почему он с темными не сражается. Вот просто интересный факт. А как ты через камень простреливаешь? Скажи, пожалуйста. Тихо, камешек, камешек, не надо, не трогай нас. Давай. Камешек. Я там что-то вижу, кто-то что-то пытается мои домыслы изобразить в ином свете. Можно ли мою фразу подвести под расизм? Какую? Ты имеешь в виду мою, да? Потому что я что-то не вижу Иди за ними! других. Так. Стреляют сверху! Осуждаю. Я все осуждаю. Ну, как говорится, Twitch, всему голова, и надо все осуждать. Ну, блин, неудобно получилось. Ты плохо выглядишь! Я в свои 45, сына, выгляжу лучше, чем ты в свои 18, так что... Или сколько нашему сыну? 14? 12? Так что нет, не наводи суету. Огонь над тобой! Да пофигу на того эльфа. Отойди от него! Кратосу 160? Етить он дед. Блин, тот чел уже заколебал, честно. Все, упал. Отец, берегись!
Ладно. Камушек не надо наш трогать, мы друзья. Это древний! Это древний камушек, да. Как можно убить камень? Бей в слабое место! Берегись, отец! Я не понял, я сейчас ему урон нанес вообще или нет? Вот! Тебе нужен целебный камень! Капец, один удар мы уже почти в 3 погибели сложились. О, невероятно! Он раскрылся! Давай! Так, раз. Раз, два, три, четыре. Тяжелая, тяжелая. Раз, два. Сзади стреляю! Не надо стрелять. Что там вы в чатике обсуждаете? Можно, поскольку ее даже не показала в чате, да? Ага, автоблок даже варианта показать не дали. А что там написали-то? Бе, так неинтересно. 160, кстати, да, это я читал. Чё мое сообщение опять не показало? И 160 я о смертях. 160-я смерть, значит. Но если ты опять пишешь что-то, что забанили, то да, не прилетело. Интересно, что там такое пишете? Что можно предрассудительно понять как нехорошую вещь. Он уязвим! Ну ты будешь? Нет? Ладно. Огонь! Берегись! Да что ж ты так попадаешь-то точно? Осталось двое! Ух! Это оказывается и так работает. Отец, это твой шанс! Почему ты не упал? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Уходи! Берегись! Сзади! Тихо, 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 тихо. Все, хорошо. Низко! Я не готов! Ты как через камень-то стреляешь, дорогой? Я готов! Так. Отец, берегись! Блин, бегать туда-сюда вообще не кайф. Сейчас помрем. Сейчас помрем. Последние хилки остались. Стреляют слева! Камень! Место! Бей его! -1. Хилка есть. Следи за ними! Нет, 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 нет. Все, все, хорош, успокойся. Стреляют справа! Берегись! Все хорошо. Вторая. Нет, он не помер. Это очень странно. Давай. Хорош. Но это вторая фаза у него была.
Так. Он умер. Аплодисменты, дорогие друзья. Мы победили столь древнюю махину, как страж. Ага, началось. Да. Прикрывай спину. Они угнетают мое право слова. Я всего-то пишу, что избиванием, что светлых, белых, что темных, черных эльфов. Ну, интересно, как YouTube интерпретирует твои слова. Избивание черных и светлых эльфов. Редкие чары уменьшают урон от темных эльфов. Ну да, что еще ждать от Инквизиции? Бей всех и вся. Угу. Сообщение точно не нарушало никаких правил. Так я о том же. Я же паинька. Ничего не нарушала, они удаляют. Ну-ну. Чувствуют. Отец, посмотри наверх. Все инквизиторы так говорят. Ай. Это же мы разбирали. Добрых инквизиторов не бывает, правильно? Вы же сами писали. А потом удивляются, почему его сообщения банятся. Теперь мы бьем не только светлых и темных, но и живые и мертвые объекты. Как гласит истина, то, что не двигается, мы двигаем и бьем. А то, что и так двигается, мы и подавно бьем. Инквизитор везде видит только геноцид. Геноцид за право человечества, понимаете, за светлые идеалы, что способны помочь нам в своем выживании в столь темные и суровые времена, не позволяющие нам поднять головы из-под трудного надзора всех этих иномирных враждебных рас. Все, я выдал тираду. Вон тебе даже игра дала защиту от темных эльфов. Осуждаю. На Твиче, я каждый раз бы говорил осуждаю. Кстати, да, надо одеть этот камешек, если у нас слот имеется. А у нас слота-то нету. У нас тупо нет слота под это. Это грустно. Верно, потому что инквизиция бывает только доброй. Злой она не бывает. По-моему, наоборот. Я, по-моему, как-то топил за то, что есть добрая инквизиция. Что-то вы не особо это восприняли, мой оборот. Это еще на Крайзисе, по-моему, было, да. Есть бог войны, а вот есть у нас в чате бог геноцида. Я вот, например, бог печенья и какао. Да. Во! Надо нашему инквизитору в Дискорде сделать этот титул бог геноцида. Возводим мне алтарь и поклоняемся. Как сразу, блин. Чётенько. А, так не рубятся, да? Но инквизиция это чаще всего фанатики. Чаще всего, да. А чё не получилось? Вот, блин, я с этого топора бы, знаете, тупо себе бы эти кубики льда создавал бы. Удобная вещь же. В хозяйстве пригодится. Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. А зачем нам здесь проход? А, Лутецкий, да, лежит. Еще такие. Отлично. Ну, вообще, инквизиция, если она за тебя, за твою сторону, то это даже хорошо. Потому что фанатики, они, в принципе, и предать-то не могут. Если они прям верят в свое дело настолько рьяно,
Так что это как посмотреть. Для вражеской стороны это плохо. Ну и все, и У них человечество, тут не только мосты. если это Может, как-то эта штука угнетает нас его. поднимет? Для своих же целей, если ты их используешь, то это нормально. И даже удобно. А роль в Дискорде мне ни к чему, меня там нету. Инквизитора нету в Дискорде. Если Инквизиция за тебя, то ты главная мишень оппозиции. Ну-ну-ну. Как же так? Кстати, да, подписываемся на Дискорд канал в описании. В описании канала там есть и расписание всех трансляций, и ссылочки на Discord, Twitch. Так что переходим, подписываемся. У нас там в Дискорде выходит рубрика «Вороний заговор». Ну, типа воронов, стаю. В древние времена, если интересно, называли заговором. Синяя дверь. Ну, Мы то у есть цели. ведьмачьи там вот эти все делишки, да, связаны типа с ними, и их так называли. И вот в этом данной рубрике там всякие веселенькие Я никогда не у нас привыкну ходить постики по потоку выступают. света. Дверь. Тут Да и нет фанатики щели. могут предать, Что? когда глаза Это разуют. плохо. А ты не давай им этого сделать. Так, у нас есть спуск, у нас есть дверь. Давайте дверь попробуем открыть. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой Не путь. хочу никуда лезть, да, и что-то скачивать. Вот есть у меня ВК, мне достаточно. Понял, понял. По-моему, там написано просто вороньи шутки. Ну, сейчас да. Но сейчас я зайду даже, посмотрю. Я под своим первым постом-то этим написал рубрика. Да. С таким вот названием интересным. Но вороньи шутки тоже неплохо смотрятся. В принципе. Это снова гном. Синдри? Гномяра. Сюда. Эй, Синдри! Первый взгляни, пост, кого в принципе, Ладно, в флудилку мне всё был равно кинут. заняться Это больше да. нечем. Тогда еще не было создано у нас никаких отдельных каналов для этого. Надо будет перенести. Опа, вороньи посмехушки. Вороний ржач. А у нас есть какая-нибудь броня, к примеру, с разъемами для камней, нет? А было бы прикольно. Рукоять для топора. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании врага в воздух. Фигня полная, у нас враги не поднимаются, блин, в воздух никогда. Пернатая оборжака. Тоже звучит хорошо. Высокий шанс получить дар силы после подбрасывания врага в воздух. Фигня какая-то. Талисманы. Вот этот талисман неограниченных возможностей. Просто тупо отменяет все КД наших рунических атак, и мы их можем юзать повторно. Рубрика «Придумываем новое название для чатика». Для каналика. Канала, да, в Дискорде. Пернатые прибаутки. Это уже старорусский пошел у нас. Ну, в принципе. Я и пустому трёпу рад. Еще один. Вороний фанатизм. От Инквизитора другого и не ожидали. У нее были видения. О, вы убили древнего? Да. Истинно так. Ну как? Это было сложно. Вороний фанатизм. И это все, что ты скажешь? Да.
Но мы немногословны. Инквизитор в своем репертуаре. Заметно, да? Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Ну, Все не, новые ну а шо вы крутые хотели? роли. А почему маме? Откуда Мы ты хотели вот Она сама нас нашла. чего-нибудь такого Моя мама прям была. зашибательного. Так, народ, Она хотела защищать людей. сейчас перерывчик 5 минут, надо 5-7 Потому минут, что она надо стремилась к обновить добру. напиток. Она даже Да, сломала что-то я жизнь. все выдул. Она говорила. Также «Мазь надо этим освободить все, Нужен что Гумхан. выпито для новой, Енгур-Айн. для новой Точно. партии. Впечатляет. А ты в нее Сейчас пошел, по вернусь. глазам видно. Вы можете название там покидать. Выберем Спасибо, Симка. самое меня. прикольное. Что? Я не Перерыв. трогал. Ты Да, что? да. Я потом зайду. Сейчас вернусь, ребят. Здесь можно пройти? Хм. Можно пойти сюда. Что здесь? Хм.
Так, друзья, я вернулся. Да. Горячий чаек вообще в тему. Расслабляет горло, особенно с мятой. Ух, хорошо. Особенно, когда сам ее собирал. Можно пойти сюда. Так, на чем мы остановились? Мы довольно-таки глубоко заходим на территорию противника. Приятного. Спасибо, спасибо, да. Приятного, спасибо, да. Мы внутри. Вот что вы рычите, господин генерал? Мы вас не понимаем. Так, сейчас будет битва. Раз, поймали сына. Это призыватель, как я помню. Его надо убивать первым. Да, блин, сконцентрироваться не дают на одном противнике. Вот с драуграми все просто. Они пока до тебя доковыляют, ты можешь уже одного разнести. Вот мне интересно, а можно ли вот это вот во время этой паузы, пока он кастует, остановить его? Нас стреляют сзади. Так, не в того хотел, ладно, бывает и такое. Во время какой паузы? Ну, пока он кастует, я имею в виду. Пока он кастует свое заклинание. Ну ты харе убегать-то. Да кто кастует? Пока вот этот мужик, который кастует призыв, вот этот вот. Можно ли это сбить ему? Да харе ты. Но я так сделаю вид, что все и хотел. Босса маловероятно, он тебе лицо сломает. Я его уложу. Так, -1. Есть. Поэтому наконец-то попали. Вот это вообще хорошо пошло. 3. Ну, 3 удара ему надо на повышенном уроне от руны. Берегись! Сына, попади в него. Не готов. Не трогай сыну. Паскудище. Место! Огонь! Береги! Вот это хорошо было. Тимворк. -3. Так, так, так. Хилочка лежит. Отлично!
Это мы что активировали? А, сундук открыли. Угу. Здесь пусто, пусто. Следи за ними! Я ППРСТ не увидел. Ты сильно ранен! Отец! Думал, сейчас комменты почитаю. Начало Альфхейм. Ходишь с эльфийкой. Пикой. В биологическом важном отверстии. Спустя 2 часа в Альфхейме насаживаешь на эту пику эльфов. 162-я смерть. Притом сейчас убили нас эти кошмары самые. Ну, к эльфам надо приспособиться. Тут большая разница между мувсетами противников на начальной локации здесь. Или 2 часов было мало. Ну, как сказать мало? Самое прикольное, что у этих челиков типа одна большая голова. Им пофигу, куда попасть, все равно они взорвутся. А, эльфы, да, сзади. Сына, куда стреляешь? Пока нет! Сына. Готов! Отец, берегись! Эти кошмары вообще кончаются там, нет? Да вы ёпрст, что вас так много? Отстаньте от меня, я не вижу ничего. Я слепой, я не вижу ничего. Чего у них этот новый мувсет добавился? Они теперь атаковать могут. А замораживаться вы можете? Не попал. Не попал в противника, который стоял передо мной. Берегись, отец! Угу. Отец! Эльфы всегда сзади. Сказал бы я, но не буду. Крыски эти темные эльфы вообще. Или сзади. Не зря у них нет чести. И нет пива. Ох уж эти эльфы. Да. Этих кошмаров вообще на среднем уровне сложности можно было использовать как бомбы-метатели. Ну, типа, ты ее берешь за хвост, раскручиваешь и давай их всех там в противников накидывать. Темный эльф, берегись. Я не вижу его. Следи за ними! Так, ну вот тут я по нему примерно-то уже представляю, как попадать. Нет, не успеем. Чего, Пчич, они впритык стреляют? Берегись, отец! Бляха. А тут кошмар сам тебя за хвост покрутит. Но противники кошмары несложные. Их фишка в том, что они как камикадзе начинают вдруг резко одной партеечкой, к примеру, на тебя налетать. Ну а зачем еще нужен огнестрел? Огнестрел, да. Но у нас скорее не огнестрел, у нас метательные навыки в этом. Топора. Темный эльф! Это хорошо, что он темный. Потому что... вот это вот кошмар. Второй кошмар. Раз.
Кошмар, блин. Я его не видел из-за колонны. Кошмар. Буквально кошмар. Впритык вероятность попасть 100%. Они еще так партеечками идут, неудобно. Не попали. Да пофигу на этих темных эльфов, мне кошмары больше вызывают боли. Следи за ними! Чевопчич. Отец, нет! Да. Не похилиться, ни какого-нибудь личного пространства эти эльфы не дают. Что может быть лучше пришедшей ЗП? Вторая пришедшая ЗП. 164-я смерть. ЗП с премией. Но когда у тебя ЗП составляет основная часть премия, то это не очень звучит. А если там еще тебе к основной твоей части премию добавляют, то это хорошо. Деньги не главное. Ну, деньги просто позволяют большинство доступных вещей использовать. Да иди ты лесом, кошмар. А вы можете не по КД это юзать? Обычно так говорят те, у кого их мало. Ну, возможно, потому что я бедненький студент. Так, зажали с двух сторон. Зажали с двух сторон. Просто дичь какая-то. Тоже верно. Ой. Я помню, у нас один парень на выпускной. Ну, чисто мы все собираемся там где-то в 2 часа где-то. Угу. Он пишет: я работаю в этот день, меня не будет. Вот это называется, блин, работящий. Возможно, потому что у меня ЗП не 100К. Но у меня тоже не 100 тысяч. Я так же делал? Да, прикольно. Прикольно. Чисто такой. Эльфы. Полные. А чё экран трясется? Я на вручение диплома тоже не приходил. Как так-то? Диплом же это самое прекрасное, что у нас есть. Переиграл, даже не было возможности его написать. Да ладно. Да блин, эти кошмары, они просто бесконечными волнами накатывают. Дважды не приходил на вручение диплома? На всю жизнь понял, что учебное заведение самое ужасное место для знакомства с людьми. Это ж, блин, как так получается? Ну, не знаю. Вообще, это, опять же, зависит от места, где это учебное заведение находится, каких людей ты встретил.
Так, давайте всех этих челиков поактивизируем. Не-не-не, все. Похилился. Ага, спасибо. Не-не-не, бежим. Берегись, отец! Берегись, сзади! Да вы можете прекратить это делать, нет? Успокойся. Все. Успокойтесь, пожалуйста. И одной атакой добил. Одной, Хьюстон, одной. Ну, я не поступил ни в колледж, ни уник, и не пошел в 10-11 класс. Угу. Вообще, там же можно пройти различные курсы, если там, ну, даже не оканчивать никакой институт, ни колледж. Это, конечно, ну, как бы не дает слишком много возможностей, но некоторые какие-то придумки сделать можно. Но вообще большинство моих одноклассников сейчас в местах не столь отдаленных, и я рад, что не связался с ними. Ну, где-то, наверное, если рассматривать мою группу как таковую, то где-то 80%, ну, я с ними не общался, ну, точнее, как общался, приходилось общаться, так как я староста группы, да. Но у меня они как-то положительных эмоций не вызывали, я с ними тоже не особо тусил. Угу. Вот я для себя оставшуюся часть людей, адекватных, нормальных, выделил, с которыми, ну, прям общаться можно и нужно. А вот на остальных как-то пофигу вообще. Ну, а бывшие одногруппники плюс-минус норм люди, но не сказал бы, что с ними я как-то сдружился. Уж сильно мы разные. По характерам и взглядам мира не сошлись, да? А вот с коллегами по работе в каком-то роде мы даже семья. Вот это вообще отлично. Когда у тебя на работе такие отношения хорошие складываются, это отлично. 166-я смерть, да. Зачем администратору в 5 образования? Ну, как сказать. Высшее явно там не пригодился. Но просто какие-то административные навыки, там же есть курсы. Или там что есть? Какие-нибудь. Ну, не знаю даже. Если же брать текущую ситуацию, то учебные заведения – это самое худшее место в принципе. В России в большинстве случаев, да. Да. Ну, как говорил один человек, даже зэки не спрашивают разрешения пойти в туалет, и даже зэков не обыскивают так, как школяров на экзаменах. Хорошее сравнение, мне нравится. Хорошее, да. Утя. Не-не-не, тихо. Блин. Тупизм. Не зажимайте нас. Тут хилок вообще нету. Следи за ними! Хорош, сына. Не попали.
Так, -1. Хорош. Но с жизни у нас на 1 удар. Берегись, отец! Сына хорош. Етить это долго было. Вообще вся система образования на текущий момент это клоака. Ого, вот это впечатляет. А тут по-другому отношения не сошлись бы. Либо ты с коллегами семья, либо ты с ними не с ними в принципе. Интересно, интересно. Если брать вообще систему государства, то система образования на текущий момент максимально отсталая и во многих случаях даже не дает представления о том, куда ты идешь. Дает общие такие знания, по крайней мере, когда я в школе учился, у нас школа была с математическим уклоном. Ну, то есть ты учишься, и чтобы поступить в 10-11 классы, ты должен как минимум сдавать физику. Математика там это обязательный предмет, да. Надо было обязательно сдать физику. И это вообще как-то было не в тему. Что верно, то верно. Ну все, Зет, выйдут за тобой после таких высказываний. У нас есть право слова, говорят. Так что не надо, как в этих американских open up ждать. Предположительно. Это печально. Пойду паковать чемодан. А у тебя есть загранпаспорт? А у чего тут? Я вот, наверное, когда еще можно было его сделать, в году 21-м забабахал. Но так никуда и не выехал. Вот и закончился великий поединок с эльфом. Угу. Ну, по одному они вообще опасности не представляют. А вот когда их много, вот это жесть. Эльф был побежден. Ну что тут интересного? Работа такая. Коллегам надо доверять как самому себе. Структура работы наша вот такая вот. Вот когда-нибудь мы добьемся, что ты расскажешь, где ты и как работаешь, да. Там, наверное, в документе-то самое интересное, который ты подписывал, о неразглашении, правильно? Там еще после того, как ты с работы-то уйдешь, лет 5 нельзя говорить. Или вообще нельзя. Ну смотри, в текущий момент в аттестате у учеников около 32 предмета. Вот сколько из этого действительно надо? Ну, я поступал в колледж, к примеру, технический. Да. А Трей что-то вообще затупил. Где-то предметов 8 использовалось. То есть остальные даже не смотрели, не рассматривали. Да. А если в принципе смотреть после школы куда-то идти, то музыка, ну, мне нафиг не нужна. Вот труд. У меня попался такой хороший технолог, что он показал, как правильно работать с некоторым оборудованием. Как не быть рукожопом. Да. Так что... Тут смотря опять же, как получилось. Мне за всю жизнь, если брать предметы, не связанные с профессией, то понадобилось ОБЖ и биология. Биология. А химия не пригодилась? Там обычно биология в связке с химией.
Кстати, да, ОБЖ крайне недооцененный предмет. И интересный факт, что в России вот, сбором автомата Калашникова занимаются на уроках. Лет 5, 30 лет. Ну, практически, значит, пожизненно. Да и вообще есть такой предмет, как физкультура. Но вот я видел, как такие уроки ведут. Да учителя же позор. И есть такое. Есть, да. Некоторые учителя Вон там, не вызывают свет. своего профессионализма, Накрыли его этой штукой. Ну для который чего? требуется. Смотри, светлый эльф. Что он делает? О нет! О нет, он его убивает. За что его убивают? За то, Он что ничего красавчик. не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Там часть его упражнений выбор. неправильные, У каждого он и на свой. деле предмет в текущем своем виде вообще не нужен, поскольку сами учителя учить не хотят. Вперед! Огонь! Берегись! Блин, не смог этот правильно увернуться. Наверное, когда еще в школе занимался физкультурой, у нас преподаватель был ну прям колобок. Его фиг дашь ему какие-нибудь упражнения поделать. Он нам просто какие-то условно давал. Да. Прям такое себе. Ну, я же сказал, не профдеятельности мне понадобилась биология и ОБЖ. Да я понял. А химия это узконаучный предмет, и в тот момент бы мне вообще не помог. Угу. Кстати, о разборах автомата это вообще имело какой-то смысл? Опять же, для каких-нибудь армейских делов на скорость чисто с сокомандниками соревноваться. Как думаете, поиграем через руны? А у нас нету больше предметов на руны. А, есть. Не буду углубляться, но только если пойдешь в армию на общее основание туда. А если куда-то глубже обычного вояки, то смысла почти нету. А почему бы и нет? Руны это же гуд. Согласен. Надо было у нашего гномика тогда покупать, знаете что? Как это называется правильно? Рукоять, да, она которая тупо КД всех рун скидывает. Вот подняли бучу в чате. Сила обсуждений. Руны настолько сильно поднимают нам уровень нашей категории силы. В половину, что, блин, мощь поднимается. Капец. Странно немножечко. А на что влияет восстановление? Ускорение восстановления рунических атак. Ага. Рунных призывов, талисманов. Чё, тут тоже через мага играть? Но мне особо армия не грозит с моей-то категории Б. Угу. Если они такие сильные, что же ты их не использовал? Ты имеешь в виду не качал характеристику руны и восстановления? Ну, потому что, во-первых, у нас не было никакой такой одежды. Маг однажды, маг навеки. Это, кстати, прикол был такой. Типа, архимагами становятся девственники. В 30 лет, да.
Не пугай меня так. Не Б, а В. Ага. Ты не медик военкома, чтобы мне категорию менять. Ну-ну. Я, блин, добивался своей годности довольно-таки долго. Вот как работает, я не понимаю, наша система. Некоторые не хотят поступать в армию. Их тупо, блин, ну, прям притягивают за уши. Я в армию, ну, точнее, мне нужна категория, да, нормальная. Мне не хотели ее ставить. Вот что за дичь. Как обычно, через жопу все работает. У меня Б1. У меня поставили Б2. Да. Мне, наверное, из одного случая прям мозги выили максимально сильно. Упал, короче, один раз в обморок. Да. Поставили предположительные судороги. Летить они там бучу подняли. Я 3 раза по одним и тем же, блин, медикам ходил. Жесть. А система никогда не работает нормально. Просто. Притом самое интересное, они вот в военкоме мне поставили типа негоден в моей, ну, книжечке синенькой. Я такой, на них хрен забил. Ладно. Прихожу такой, спрашиваю, ну что у меня по годности? У вас Б2. Я такой книжечку достаю. А почему написано негоден? Начали там сразу паниковать. Ну, не паниковать, а охреневать, а как так? В итоге не поменяли эту книжечку, а просто справочку мне выписали и все. Да. Темный эльф, лошарик, блин, местного разлива. Мне Б1 по той же причине поставили. Угу. Остаточное зрение 10%, А1. Да, кстати. У нашего модера, у него проблемы со зрением, ну там, сильные. Ему тупо не хотели категорию снижать. Говорили, не существует такой болезни. Да. Ему ставили А1, капец просто. Мы после этого, как пообсудили это с ним, ржали очень долго. Что вот так вот работает. Да. А вот я не знаю, вот сколько у нас действует откат наших способностей. Да етить они закидали в спину. Система на примере модера. Угу. Ладно, давайте еще разочек. У нас, кстати, одежда сохранилась? А, да, все работает. Буря Ньорда. О, прикольно. У него в урон все идет. Давайте тогда это еще на урон поставим. У него сколько, кстати, откат? Упал в обморок от потери крови в 16 лет. После этого поставили Б1 и отказываются менять. Но в ситуации разбираться вообще не собирались, поэтому и как-то так вышло. 168-я смерть, да. Но я им прям доказывал, я им бумаги от врачей приносил, что вот они, я прям просил, напишите, что я здоров, у меня все нормально. Врача, который, в поликлинике, соответственно, направили. Я говорю, ну все у меня хорошо, я чувствую себя отлично. Один раз случилось такой казус, больше, не было такого. Они мне, не очень врач, он в военкомате начал, вам врач не так написал, давайте еще раз переделаем. Блин, мозги начали там это все делать. У тебя хотя бы бумаги смотрели. Смотрели через жопу, верхний глаз, правым коленом, через левое ухо.
А что там бумаги теряются, так это вообще жесть. 50 секунд. А давайте улучшим вот эту руническую атаку Бурьяньорда. Она выглядит даже нормально, разносит всех. Меня вообще в кабинет не пускали, сказали, у тебя Б1. Все, успокойся и уйди. Да, когда у меня спокойно А2, если не А1. Угу. Жопа какая-то. Ой, я аж от стресса весь чай выпил. Ну давайте тогда эту руническую атаку улучшим. 9 косарей надо, чтобы улучшить повторно. Это мощно. А, не ту, не заюзал, не туда. Я хотел вот эту проверить. Да блин. Мне показалось там или большой какой-то комментарий был, а я его в чатике не вижу. Приготовься. Люди пытаются откосить от армии, но их до последнего мучают. Люди с болезнями. Во! То, что надо в президентский полк. Ну, по росту подхожу. Это главное. Я не вижу ничего. YouTube на слово «носилок» агрится. А, понятно. Я готов. Идти дичь творится какая-то. Боже, какой это ленивый кувырок был. Как мы не попали? Вот как мы не попали? Это 169-я смерть. Ну, кстати, у меня комментарий-то вот в чатике Ютуба он не высветился, а вот в окошечке PS5 я увидел, что там какой-то текст был, буквально секунды 2, и все. 170-я. Тро-то-то. Да вы можете прекратить? -1, все, хорошо, самого главного убили. Не-не-не, уклоняемся. Все, уклонились. Самого главного мы убили. И самого неприятного. Осталось чисто этих человечков убить. Ух, вы видели, как попал? Это вообще дичь какая-то. Одна атака. Как они могут убить за одну атаку? Но вот эти 2 секунды ты его видел, а потом YouTube его делитит, даже не давая мне возможности показать его. YouTube работает оперативно. Прям максимально, но только не там, где надо. Харе, все, хорош. Я хочу избавиться от самого дальнего, потому что если мы избавимся от всех этих прислужников, он вызовет еще. И это будет просто тупо круговорот уробороса в природе. — 172-я спидранерская. Очень быстро, да, отлетели. Мне показалось, или мы теперь можем отбивать атаки вот эти?
Нет, не показалось. Раньше это было вроде красной атакой. Мы сейчас знаете, что повысили? Мы повысили себе ранг. Ранг немножечко подняли. И получается, с этим рангом мы можем все больше атак отбивать. Ага, интересно. А знаешь что? А вот полетел отсюда. Вот, все, хорош. Как это так? Круговорот змеи, жрущий свой хвост. Даже не хочу это представлять. Угу. Опять же, скандинавская, по-моему, мифология. 172-я спидранерская. Прям название улицы. Прикол, что в голову попали сейчас. Отстаньте! Не попали. Похилились. Что же тут творится? Просто дичайшая дичь. Да. Что-то их на этот уголочек маленького пространства дофигаща. Просто. Берегусь, берегусь. Уже какую смерть подряд. Так, крутимся. Так, чё ты не падаешь? Сына, постреляй по кому-нибудь. Ни одной хилочки, главное. Иди отсюда. Второй раз иди отсюда. И третий иди отсюда. Так, нет, ладно.